Ребят, день следующий. Так, все, врубаем массу. Сейчас проверяем масло, воду и пробуем запускать. То есть вчера мастера сказали попробовать, то есть включить. Если она не нагревает до 83 и отключается, то есть только начинает работать и отключится, значит она не продавливает до мотора. Если она продавит после, то есть 83 и выключится, тогда уже будет дальше не продавить, чтобы понять, в чем ошибка. Вот. Так что сейчас наша задача проверить масло, воду и попробовать включить ее и как она себя поведет. Так что погнали. Ребят, вот смотрим по поводу турбины. В других роликах я говорил, что по замене турбины, как понять ее исправно, неисправно, то есть уходит масло, не уходит. Но вот смотрите, вчера у меня был пробег примерно 200 с лишним, 220 километров. Вот, обороты были хорошие, все такое. То есть масло вообще нисколько не ушло. То есть как есть уровень, так и есть. Турбину, я думаю, менять не стоит, потому что это просто был недомытый кулер. Это мое такое мнение, потому что масло, нисколько не ушло. Так, ребят, ну что, настал день X, пробуем. Жужжит, воздух пошел. Вам слышно, что жужжит? Долго она, конечно. Ребят, все запустилось. И сразу же отключилась. Неисправность какая-то присутствует. То есть, причем четкая неисправность. И, возможно, это, я даже и не знаю. Наверное, это и не шланги. Скорее всего, это сама печка. Ладно, пусть думают, пусть решают, что это такое. Ребят, пойдемте добавим тосла в радиатор. Позвонили и, сказали попробовать включить автономку и включить насос, который гоняет по салону в автобусе. Еще попробовать на холодную так сделать. То есть будет она работать или не будет. Или будет также отключаться, фиксировать перегрев. Попробуем еще раз. Так, ребят, долил я тосла. Литр, наверное, 2. То есть верхний бачок. Давайте сделаем, последнюю попытку, не знаю, что я уже, расстроился, честно говоря. То есть масса включенная. Так, вот. Так, включаем зажигание. И включим насос, как они просили. И пойдемте посмотрим, что будет. Такое чувство, что она вообще не заведется. Может быть, конечно, вчера аккумуляторы высадили. А нет. Черный дым такой, офигеть, да? Так, ладно, запустилась. И это уже радует. Все, пипец. Вот белый дым. И все, Все, это была последняя попытка. Нет, нужно разбираться, почему так. Тут уже вариантов много. Типа 30-я она большая. Кто говорит, что здесь он не продавливает, не успевает продавливать. Кто на что гораздо. Вот. Толком никто ничего не знает. Сами, кто устанавливает, тоже не в недоумении. То есть передо мной приезжал тоже такой же автобус, только длинный такса с 2 дверей. То есть они поставили, все зашибись, все нормально, все работало. Перед этим приезжал большой автобус МАЗ, то есть городской. То же самое меняли, все нормально. Вот, именно у меня какая-то загвоздка. Или здесь что-то нафигачено неправильно. Вот. На подсоединенном, потому что здесь же переделывали, то есть обрезали, выводили здесь, фиг пойми, что сделали. Они сами даже не понимают, как тут все сделано. Вчера смотрели. Или неисправна печка сама. Не знаю. Так что так. Ребят, все-таки мы не сдаемся. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас пробуем, который вот здесь стоит насос, вот здесь подо мной, то есть который гонит сюда в систему. Пробуем его. Здесь сейчас вскрыли у этих печек, то есть включил насос, потекло. Вот, здесь то же самое. Сейчас вскрыли, вот, отсоединили, но слабоватенько. То есть там сильнее был напор, здесь слабоватенько. Может быть,
там что засорилось. Вот. Сейчас механик пошел за таслом. Я сейчас скрываю здесь. Вот, и будем доливать. И так будем пробовать. Все, посмотрим, прогоним, если все нормально, мотор работает, вот этот насос. Вот, пойдем уже туда вниз. Смотрите, что там на печке. Ребят, короче, опять, или не опять, а снова. То есть собрался народ. Все тут вот истоптали. Автобус весь в тасле. Все полы. Ну ладно, я вымою потом. Короче, все думают, что насос, который стоит там рядом с автономкой, слишком слабенький. И он не продавливает давление. Там 0,035. То есть, типа, как вон сейчас мужики говорят, типа он 6,5 тысяч литров в час перекачивает, но высота у него подъема 30 сантиметров, а мотор типа выше. То есть он просто не селяет толкать. Вот, как-то типа так они думают, сказали. Ну не знаю, это только начало. Будем пробовать. Вот. А сейчас все-таки я пойду грузить срезки уже в завод. Так, ребят, день следующий. А как говорится, надежда умирает последней. Будем пробовать сейчас добавить шланг. Еще один пустить с мотора на саму печку. И посмотрим результат, что будет. Будет она включаться, будет она фиксировать перегрев или нет, или все-таки будет работать нормально. Так, вот этот двигатель, да? Да, это с двигателем. Вот. Ага. Это идет сразу на печке на насос. И где мы ее будем запитывать? Это Прямо сейчас здесь? здесь, наверное, прям, да. Или лучше, чтобы сразу пропускал. У тебя это отдельно печка ведь включается, да, сначала? А потом все остальные с насосом. Там сначала включается насос, потом вентилятор. То есть два нажатия. То есть первое нажатие насос, второе нажатие вентилятор уже начинает. Слушай, она у тебя тоже холодненьким дует, не больно прогревается? Да. Угу. Она не особо. Ну хотя раньше давно тогда, она грела сильнее намного, но. Именно вот эта печка. А те в салоне вообще нифига не дули. Может все-таки до насоса сделать? До насоса будем делать. Печка у нас работала без насоса. Ну да. А псатиш-то нету таких вот, как у них было. Они берут, как пережимают, короче. И обрезают, и он не течет. То есть такие, как эти медицинские, знаешь, такой. Видишь, все сгнило. Ну ладно, что, надо сливать все. Открывать, сливать. Вот, ребят, этот насос гонит, ну, уже в салон. Тосол нагретый, уже от мотора. И вот хотим запитаться до этого насоса, чтобы, ну, то есть печь грела сначала мотор, блок. И уже после этого, когда печь нагреет мотор, блок, после этого, когда запустится мотор, включаешь насос вот этот, и уже теплый тосол уже пойдет туда, в салон. Сняли шланг с насоса и сливаем тосол. Думаешь, остатки там слить? Да ты ног не сольем, Коля. Все равно. Ну сейчас, наверное, с печки, да, тут пойдет. С самого подогревателя это все. Короче, обрезаем шланг, который вот идет сюда, на насос. И до насоса сейчас будем грызть. А нам сколько надо? Один? Нам надо 2. А, 2 надо? Да. Может пойдет. 16-й. С 18 на 16. Шланг будет, значит, 16. Посередине. Ребят, ну как, понятно, да? То есть тройничком сейчас запитываемся. То есть тройничок 18-й. С 18 и переход на 16. И все. И пускаем другой шланг туда печки. То есть закольцовываем. Будет получаться. То есть здесь врежемся и там. Какой? Вот это 18-й? Да. А это 16-й. Ну хватит, за глаза. На просовывай его там в дыру. В какую? В первую или вторую? Какую лучше-то? Он у нас один здесь пойдет без Один? Ребят, скорее всего, вот эти вот технологические отверстия для вот этих шлангов. А здесь вот пустили, видите как? То есть через так, потом так. То есть получается они чуть ли не волочатся там по земле. Ну то есть низко. А здесь вот эти, походу, специально они сделаны. Это ты хочешь там, да, сейчас, Колян? Сейчас буду здесь у печки влезать, да? То есть это вот этот тройник 2, 18 и 16 туда, да, пойдут? Да, Все, я иду туда к тебе. Так, идем на эту сторону. И запитываем сейчас второй.
Что Опа, тут? оторвала, изгнила что-то. Она сгнил, наверное, там все. Всё, да, значит, на пластиковые хмуты надо будет все Ага. это еще сажать. Вот они здесь и шли. И специально же эти штуки-то. А тут все обрезали они. Это остатки, мне кажется, все там. Так, это обрезали. Вот этот шланг идет, который туда. Вот сейчас в него будем впитывать. Запитываться. Ну что, давай тройник хмуты. Ага, сейчас. Все, ребят, обязательно подвязываем хомутами, стягиваем, чтобы нигде ничто не висело, чтобы ничто не оторвать. Ни шланг, ни трубки, ни провода. Все, что было как нужно. Вот Ну, так он будет, да? Ну да, но если вот так... Подожди, а если вы... Нет, ее перегибать лучше не надо. Вот так, я думаю, самое нормально будет. Так, все с той стороны запитано, все подвязано, все увязано. Перешли на эту сторону, сейчас здесь запитываемся. Все соединяем переходником вот этим, шланг. Это 20-й, да, получается? Это 18. 18-й. 18 на 20. Это 20, видите? А там этот 18, а с этой стороны 20. Так, ребят, еще разочек покажу. То есть вот этот шланг, вот, до необрезанного, он был подсоединен сюда, к насосу, вот к этому, который гонит туда, в салон. То есть мы взяли, обрезали, добавили 18, 18 присоединили сюда. И вот тройник, 16 шланг, пошел, и приходит сюда, к печке. Вот подается, и еще до кучи подается сюда, на печь. И уже потом теплый нагретый, вот здоровый, уже пошел туда на мотор. Вот до того, что мы делали, этого не было, ничего. Вот берем такую воронку, ну правда кривая, но лучше такую, чем вообще никакую, чем пролить помимо. Берем такой тосольчик, название Дзержинский, и заливаем. Так, ребят, вот здесь краники, то есть специальные, чтобы воздух спускать. Сейчас включил зажигание, включил насос, чтобы прогнать тосольчик. Здесь почти полный, он сейчас должен уходить. Вот, так выгоняется воздух. Здесь. Ну здесь там шлангом сейчас. И там еще точно так же сейчас сделаем. И все. Так, ребят, еще я завел мотор, чтобы помпой прогнать. Там вроде в салоне все, прогнали воздух. Нету. Еще вот мотор сейчас, чтобы ушло сюда в блок. И подольем еще. Так, ребят, ну что, давайте попробуем. Думаем, может быть, выгнуло воздух, а может быть, нет. Ну, попытка не пытка. Так, все, рубили, зажужжало. Да, подтасол, что там? Там поднимается, бывает. Нормально? Ага, вот запищал уже. Все, завелась. Дай бог, чтобы получилось. Выключилось. Нифига. Что-то не то. Может быть, конечно, еще воздух, пробка. Попробуйте еще прокатиться, чтобы воздух выгнуло. После этого попробуем. Нет, ребят, все равно отключилось. Температура чуть добавилась на, ну, там, на термометре, на датчике. 42 стало. Печки, радиаторы холодные. Вот я сейчас все включил, попробовал. Все везде так, ну, еле-еле, чуть тепленько. Как раз, ну, соответствует этой температуре. Сейчас хотим попробовать еще раз залезть, там возле печки, попробовать воздух проверить, есть там воздух или нет. Все варианты исчерпаны. Так, ребят, короче, вот этот болтик, вот, мелкий,
Его выкручиваешь, то есть он вот такой идет длины, то есть выкрутили, и как только, ну сначала не было ничего, потом только слышно прям шипел, потом бах, такая струйка прям вот, видите, в потолок. Вот, ее назад закрутили, то есть воздух был здесь. И еще уменьшили, вот, видите, СО2 и плюс, то есть горение уменьшили. Вот, сейчас испытаем, что будет. Так, ребят, все равно, короче, она отключается, нифига толком, ничего не греется. В итоге мы решили посмотреть очень внимательно. Увидели, то есть вот этот шланг, вот идет, который к печке, вот этот, вот видите, вот он. Вот этот шланг и есть, который идет с автономки, с самой печки. Идет, вот он, значит, сюда. И потом типа возвращается, уже идет сюда, вот в этот, в здоровый, в толстый. И идет на помпу. Вот. И в итоге мы сейчас так уже понимаем, что он просто не продавливает сначала здесь, потом надо продавить сюда и туда. То есть это очень много. То есть, а он должен идти сразу на блок. И сейчас будем пробовать переделывать. Ребят, еще один вариант не прокатил. Как шел вот он, да, вот этот шланг с автономки сюда в печку, так мы его оставили. Но мы взяли, сделали слив туда на масло, на подогрев масляного фильтра, а с помпы, вот с помпы шланг, мы сделали вот сюда на радиатор. Вот. И все равно она отключается. То есть не успевает она по ходу продавливать через весь радиатор и потом идти туда, а потом только в блок. Так что остается последний вариант. Это вот этот шланг сразу пускать вот сюда, вот на помпу. Вот видите, вот. А это как-то или так вставлять, или как, ну, то есть думать вот так. То есть его нужно пускать сразу на помпу, на блок, как говорится. Ребят, еще один вариант. То есть это предпоследний вариант. Вот, решили попробовать. То есть смотрите, как запитались сейчас. То есть вот шланг, да? Вот он. Вот, который идет оттуда с автономки. То есть видите первый тройник? Вот первый тройник. То есть вот он у нас с первого тройника сразу же идет вот сюда на помпу. Этот выход туда на фильтр. Потом дальше второй тройник. То есть он пошел на печку и слив сюда. А выход с фильтра вот сюда. То есть получается он поднимается. Вот поднимается. То есть если не, ну как по нашим расчетам, то есть как бы включена печка, автономка, насос качает, то есть она поднимается, насос сюда, сразу идет сюда на блок и погнал туда в обратку. И тоже также поднимается фильтр, обогревает. Ну и потихоньку попадает сюда. Нежели она была подсоединена сразу сюда, печка, то есть проходит по печке, возвращается в фильтр. Ой, вернее, вот отсюда сливается фильтр, с фильтра идет уже вот сюда на помпу, в блок, и только потом туда. То есть мы считаем, что была, вернее, есть сильная нагрузка на насос, насос не продавливает. И вот переделали сейчас так. Вот, если и сейчас не получится, тогда останется еще один вариант. Забегать я вперед не буду, то есть пока попробуем этот. То есть я сейчас ставлю генератор, все назад прикручиваю, это здесь, натягиваю ремень, заливаю тосол и будем пробовать. Вот, как-то так.